Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Сани, и, как говорят мои подписчики, тебе уже пора хоть что-то начать хвалить. Это Oppo Find X7. Разумеется, это смартфон, который все очень хотят. Почему? Потому что ультра стоит на 60% дороже, и все надеются, что этот смартфон супер-мега крутой. Ввиду того, что LTPO здесь как-то странно настроен на 1 Гц, я не могу найти. Ввиду того, что, разумеется, китайщину полностью вы не выпилите отсюда, я несколько раз скажу, что у вас вполне возможно будут проблемы с оповещениями, хотя здесь есть все бенды, гуглы, русский язык. Здесь нельзя его топить, но я его потоплю. Будет огромным плюсом. Будет огромным плюсом, если выживет. Напоминаю, что IP68 у него отсутствует, а присутствует оно только в, получается, смартфоне под названием Oppo Find X7 Ultra. А почему я еще топлю? Потому что есть такой бренд ZTE, Nubia Z60. Получается у нас Ultra, которая с IP68 не должна была тонуть. А вот этот смартфон, я сейчас проверю. В принципе, я его провел столько же, сколько и Nubia. Утонет или нет. Напоминаю, что Oppo Find X6 была такая же история из разряда того, что смарт, по идее, нельзя было топить, но у него все-таки была защита от влаги. Вроде бы у этого тоже есть, сразу не вырубился. На моей личной телеге узнаете, должен ли он жить, но недостатков в нем слишком много, поэтому я решил найти вот такое достоинство. К сожалению, он начал еще больше сбрасывать рандомно яркость. Смотрите обзор, но в обзоре я уже об этом не расскажу, потому что какой-то хаос. Я в попытке найти LTPO и разную герцовку заметил, что он сбрасывает с 1300 до 700 люксов просто в обычном использовании. Непонятно по какому принципу. И обязательно качаем исходники фото и видео, потому что то, что вы видите на YouTube, очень далеко от действительности, во всяком случае по фото. Если видео вы и будете туда же в сеть выгружать, то фото вы будете использовать чуть-чуть по-другому. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Oppo Find X7. X7 Ultra мы уже обозревали с вами на канале, и что мы узнали об этом смартфоне досрочно, можно сказать, потому что я уже его гонял в Польза.нет стримы. Там я провожу в онлайне тесты. Допустим, для примера, мы 3 раза проводили антутовский тест, и он выбивал все меньше и меньше и меньше, но об этом позже. Хотите увидеть пруфы, идите туда. Если говорить про этот смартфон, что здесь интересного? Разумеется, здесь есть телевик, разумеется, есть ультраширик, разумеется, все это дело в основных модулях. Ультраширик, основа, и телевик может работать в 4К 60 FPS, и в онлайне вы можете изменять с одного модуля переходить на другой, даже в 4К 60 FPS. Внешне он выглядит как и X7 Ultra. По съемке, пусть даже здесь другой сенсор, совсем другой, не дюймовый, с одной стороны, с другой стороны, он так все дорисовывает, как будто это Oppo Find X7 Ultra. Разумеется, 120 Гц экрана, разумеется, 450 ppi плотность пикселей, это прям вау. К сожалению, не прямые грани, хотя многим это нравится. Есть в наличии инфракрасный порт, металлическая рамка, переключатель режимов, вот здесь механический, как помните, в OnePlus были. И вроде бы, если посмотреть на этот смарт, все отлично, но все ли так хорошо, вы узнаете в ролике. Смотрим. Распаковка. Поставляется эта модель в небольшой коробке из плотного картона в темных тонах, как и Oppo Find X7 Ultra, обзор уже на который был на канале. На ней есть название и основные характеристики данной модели, упаковка хорошая, в комплекте мы имеем смартфон, наклеенную защитную пленку, которая на экране уже, зарядное устройство с китайской вилкой на 100 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, чехол, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты и краткое руководство пользователя. Вес смартфона составляет 201 грамм, а габариты 164 на 75 на 11,8 мм. Да, он меньше, чем Ультра. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, перейдем к смартфону. Продажи из доступных цветов есть синий, черный, коричневый и фиолетовый. Дизайн смартфона такой же, как у старшей модели, выглядит он круто. Все тот же круглый блок камер с кольцом, которое всегда хочется покрутить для регулировки фокуса, но, увы, повторяюсь, кольцо не несет никакого функционала, кроме как дизайнерского. Рамка смартфона выполнена из алюминия, а тыльная часть из искусственной кожи, но только в коричневой и синей расцветке, так как в черной и фиолетовой расцветке тыльная часть выполнена из стекла. И как правильно мне написали в стриме под прожаркой, что вполне возможно разумнее покупать стекло, потому что меньше будет в перспективе греться, так как все равно вы будете запихивать все это в чехол. А так получается у вас будет как парилка из искусственной
искусственной кожи и потом еще и чехол. И мы все прекрасно знаем, что происходит с этой искусственной кожей, если мы ее используем полгода-год, в какое состояние оно превратится все, если вы будете без чехла носить. Качество сборки отличное, материалы тактильно приятные. Я никаких зазоров космических не вижу, как в OnePlus 12. В руке смартфон лежит комфортно и пользоваться одной рукой можно, но слегка затруднительно. Опять же, все зависит от размера вашей ладони. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0. Напоминаю, что в модели Ultra установлен разъем версии 3.2. Еще небольшой момент. Люфта у кнопок практически нет. Далее на корпусе можно обнаружить микрофон и дополнительную кнопку в виде ползунка переключателя, как у OnePlus, в режим без звука или режим звонка переходить, или режим вибрации, что очень удобно. ИК-порты, динамики, а мини-джек на 3,5 мм не завезли, что неудивительно. Но с другой стороны, такой защиты, как у старшей модели IP68, у Find X7 нету. Она имеет стандарт защиты только IP65. Хотя, опять же, если у вас какой-нибудь бренд третьего эшелона из разряда ZTE Nubia 60 Ultra, будьте готовы к тому, что там IP68 не IP68. Я напоминаю, что он у меня утонул при тесте на водонепроницаемость, окунувшись в бассейн на 5 секунд. Вот такие вот третьи эшелоны бывают. Oppo еще ни разу не тонули. Динамики воспроизводят неплохой стереозвук, но есть перекос конкретный в нижний динамик. На борту есть предустановки звучаний, вибромотор линейный, по оси X, тактильно приятный и настраиваемый, но все равно у меня ощущение, что у OnePlus он получше стоит. Теперь к довольно интересному моменту. Смартфон здесь оснащен AMOLED-дисплеем на 6,78 дюйма. Где-то написано, что он LTPO, но у меня по тестам не LTPO, то есть либо 60 Гц показывает, либо 120. С разрешением 2780 на 1264 точки и частотой обновления экрана до 120 Гц. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass второго поколения, рамки не громадные, соотношение экрана к корпусу 94,2%, цветовая гамма 100% DCI-P3, экран поддерживает технологию Dolby Vision, HDR Vision, Z-Real, Pro XDR и HDR10+. По моим тестам экран выдает 1300 люксов в максимальной яркости. При прямом попадании света на экран яркость выдает примерно 1800 люксов, притом яркость не падает со временем. Автоматическая регулировка яркости подстраивается хорошо и быстро, как и функция автоматической регулировки цветовой температуры. Напоминаю, что у ZTE Z60 Ultra была магия в том, что он сначала подстраивал яркость под максималку, а потом сбрасывал на 40% ниже, чем его основная яркость максимальная, и не восстанавливал. То есть в этом смысле третий эшелон от первого отличается. У Oppo такого не бывает. Тач на 240 Гц максимум, а по умолчанию 125 Гц. В принципе, его хватает. Результаты теста на частоту дискретизации касания вы видите на экране, средненький результат. Регулировка шима 2160 Гц, процент шима не лучший, что я встречал, но и не худший. Без всяких активаций, десидимингов и всего остального он 20% не достигает. Разумеется, также есть полноценный Always On Display, мультитач на 10 касаний, откликается экран шустро, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Притом сканер отпечатков пальцев работает довольно быстро, без промахов, но находится он в дешевом месте, как нам рассказал OnePlus, которым тот же BBK принадлежит. Он у нас находится ближе к Type-C-шнику. Распознаванием лиц и стандартными способами разблокировать тоже можно. Сканер отпечатков пальцев работает в принципе без промахов, но не сказал бы, что прям быстро, и не сказал бы, что прям всегда без промахов. У меня получается так, что он через раз работает. Хотя, опять же, по отзывам, у кого-то работает он постоянно и очень быстро. Распознавание лица срабатывает быстро даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Установлен здесь процессор MediaTek Dimensity 9320 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,25 ГГц. Графический процессор ARM Immortals G720MC12. Интерфейс ColorOS на базе Android 14 версии. Операционная система удобная, но китайский софт на 100% не удалить. Он вас будет преследовать даже в игровом режиме. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 и на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Далее имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей ниже. Ко всему для 4G есть 7, 20 и 3 бенд, они на борту. Хотя здесь вопрос в агрегации частот, потому что если посмотреть форумы, уже у кого-то были проблемы. У меня проблем не было со связью. Датчики приближения не подводили, связь смартфон ловит хорошо. У меня, повторяюсь, Bluetooth чип установлен в версии 5.4, кодеков Bluetooth достаточно. На экране вы видите список поддерживаемых кодеков. Для бесконтактной оплаты, разумеется, в смартфоне есть NFC-модуль. GPS-тест показывает точность стандартно 1 метр для Dimensity. Довольно быстро находит, но, повторяюсь, позиционирование у меня, во всяком случае, в моих смартах, которые я использую, лучше почему-то на Qualcomm и точнее. Хотя там
точность 3 метра. Далее, емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке в тесте на автономность смартфон выдал 5 часов 59 минут. Это при максимальном разрешении, максимальной герцовке и максимальной яркости. Притом за 1 час игры в PUBG поедает примерно 26-27% в час на максимальной яркости. Притом через 34 минуты он сбрасывает яркость с 1300 люксов до 700 люксов. Но это прям шикарный результат, я вам скажу, потому что, во-первых, это не игровой смартфон. Во-вторых, потом можно играть на 700 люксах вообще без проблем, без каких-то. По поводу зарядки. Заряжается он от 0 до 45% за 10 минут, за 26 минут заряжается до сотки. Но иногда он за 20 минут заряжается на 57% и за 33 минуты до сотки. С нуля, опять же. Не знаю, в чем магия электронов. В общем, в районе получаса вы его зарядите. Плюс-минус пару минут. Смартфон поддерживает, повторяюсь, быструю зарядку на 100 Вт. Беспроводной зарядки, как в старшей модели, здесь, разумеется, нет. Так, я решил кратко добавлять в обзоры информацию по поводу игровых режимов. Здесь 3 стандартных режима. Баланс, low power, низкая мощность и игровой. Я не скажу, что особо она изменяется. Когда мы играли на гейминг моде, я не увидел, чтобы что-то было безумно поедающим или сбрасывающим яркость. То есть в течение часа можете как хотите играть. Ничего у вас, никаких проблем не будет. До 700 люксов только сбросится и все. Вы видите, частично здесь есть у нас китайский язык. Разумеется, смартфон на русском, но все равно Game Mode на английском. Можно настраивать тач, можно оптимизировать сеть. Помимо этого еще, разумеется, можно записывать экран, отключать звонки, блокировать изменения ориентации. Это прям обязательно. Подключать геймпад и по большому счету еще ползать в настройках. Но настроек здесь не так и много. К сожалению, здесь нет внешнесетевого счетчика FPS, допустим, вот эту вот штуку сюда я не знаю, как перенести, может кто-то подскажет, пока так. Championship Mode можно врубать, но повторяюсь, что никаких особых каких-то вещей в этом игровом режиме нет. Плюс мы помним, что это BBK, и плюс-минус у всех все одинаково. По большому счету все. Если есть какие-то вопросы, пишите. Люди, у кого есть на руках данное устройство, пишите, как он в играх. Мы уже достаточно его потестировали. Но, повторяюсь, и китайский, и английский язык будет очень тяжело выпиливаться из этого дела. Перейдем к тестам. Сколько он выбивает в Geekbench, 3D-марке и всем остальном вы видите. Как он проходит тротлинг-тест на 100 потоках при 60 минутах тоже. Я хочу отметить, что 3D-марк, что тротлинг-тест, получается, не особо отражают его реальной работы. Никаких камер зависаний на нем не встречал, допустим, как в том же Rockfone 8, если вы посмотрите на Polza.net Live канале примеры видео, чтобы отставание видео было. Кстати, разумеется, будет еще и обзор одним кадром на этот смартфон. В 3D-марке, несмотря на то, что он не очень хорошо его проходил, это не отражает его работы в играх. В играх он работал нормально. Как вы можете посмотреть на Polza стримы, в PUBG он держал почти час у нас. FPS не перегрелся ничуть и вообще вел себя максимально адекватно. По поводу лагучести оболочки ее не было. То есть в целом все тесты, что вы видите, что Antutu, что еще что-то, не совсем отражают его качество. С другой стороны, в Antutu, когда мы прогоняли его 3 раза, он сначала показывал 1 900 000 баллов с лишним, на третий прогон показал уже 1 600 000 баллов, и, разумеется, это было все в производительном режиме. Переходим, в принципе, к самому основному, интересному, к камерам. Основной широкоугольный сенсор здесь Sony LYT-808 на 50 мегапикселей. С оптостабом и апертурой 1.6 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Здесь я особо отмечаю, что 4К 120 FPS нет и нет 8К. И сенсор здесь значительно меньше и проще, чем в ультре. Телефотосенсор с перископом на 64 мегапикселя с апертурой 2.6, оптической стабилизацией, 3-кратным оптическим зумом, гибридным 6-кратным зумом и 120-кратным цифровым зумом. Тоже отмечу, что все эти 120-кратные и 100-кратные зумы, разумеется, хуже, чем любой ваш бинокль. И не удивляйтесь. И если говорить про телевик, то напоминаю, что здесь нет второго телевика, в отличие от ультра. Последний сенсор — это ультра-широкоугольный сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, углом обзора в 119 градусов, автофокусировкой и макросъемкой на 3,5 см. С фронта также расположились сенсор на 32 мегапикселя с автофокусом и максимальным разрешением для съемки в 4К 30 FPS. Фронталка здесь с вырезом довольно большим. Относительно тех же Poco или Xiaomi, они все равно делают дырки по мне большие, еще и по центру. Камеры настроены совместно с Hasselblad. В стоке есть много различных фильтров фотосъемки, различные вспомогательные функции, режимы, Pro режим с детальной настройкой, замедленная съемка, HDR режим
режим в 4К 30 FPS, режим фильма, двухоконный режим, длинная выдержка, ускоренная съемка и не только. Я сравнивал данную модель по камерам с iPhone 15, в итоге мы имеем рядом стоящее качество видеосъемки на основные сенсоры, но, разумеется, у Oppo некоторые цвета перекручены. К примеру, синий более насыщенный, как и зеленый цвет, который, как по мне, выглядит мультяшно. А также Oppo хуже справляется со светом в дневное время суток. Но, к примеру, в помещении, где мало освещения, Oppo справляется слегка лучше, чем iPhone 15. Стабилизация новинки от Oppo хорошая, но все равно заметны небольшие рывки. Также отмечу, что автофокус у Find X7, если сравнивать с iPhone 15, не плавный, при том, что у iPhone 15 линейки автофокус хуже, чем в прошлых моделях. К примеру, в iPhone 13 Pro местами автофокус заметно плавнее. Если не сравнивать, то автофокус у Find X7 довольно хороший. Фронтальный сенсор у Find X7 не топ, и у него нет 60 FPS на нем, что фейл, а также алгоритмы плохо справляются с дневным светом, но при этом он не совсем плохой. Я бы не назвал его неудачным, я вижу, куда идет их развитие, и фронталка становится лучше. В любом случае, короткий пример вы, как всегда, увидите. 4К 60 FPS, лифт, и я безумно воевал с желанием у себя не сравнивать с iPhone 15 Oppo Find X7, но мне же напишут, что здесь сенсор хуже и меньше, чем у Oppo Find X7 Ultra. А еще напишут, что iPhone по этому ценнику не найти, а я скажу, смотрите на Авито, это в 2 раза дешевле, чем Oppo Find X7 Ultra. В общем, все как у всех, все как всегда. Но для чего вы это смотрите, если вы досмотрели? Для того, чтобы понимать, что из этого может отрабатывать лучше в различных условиях. Притом на ультраширике в 4К 60 FPS мы можем перейти на основной модуль, и помимо этого еще можем перейти на телевик у Oppo. Но мало это вам что даст, мне кажется, что лучше остаться на основном модуле. Согласны? Дальнейшее продолжение банкета. Фронталка у iPhone 15 и фронталка у Oppo Find X7 без всякого ультра. Но у Oppo Find X7, разумеется, фронталка в 4К 30 FPS. В 1000 раз повторяюсь, что в ручных настройках все будет точно снимать лучше. Но я думаю, что в лучшем случае ручными настройками на всяких Oppo будут пользоваться 0,1%. После того, как поймут, что для того, чтобы что-то настроить, недостаточно 1,5 секунды, когда ты выдергиваешь смартфон из кармана. Я достаю из широких штанин паспорт, да? Вот и все. И единственное, на Oppo можно делать X1, X2, а на Яблоке нет, и на Яблоке какая-то мракобесие с шумами. Надеюсь, что это дело все исчезнет, когда уже будет в обзоре. Но не факт. Напоминаю, что Oppo максимум 4К 60 FPS, и вот так вы сможете снимать в каком-нибудь салоне, если вы вдруг занимаетесь продажей байков или машин, различные девайсы. Вы заметьте, кстати, что против солнца на основной модуль вот ругают Яблоко, но оно темнее снимает, да. Но в такие моменты, мне кажется, лучше iPhone. Нет? Вот я еще раз протер. Мне кажется, что нет, это не в протер дело. Это вот прикол. И заметьте, X1 какой разный, да? Ультраширик по углу, да? Космос. Это не HDR. Яблоко есть еще HDR. Будете плюсики ставить, лайки, пишите, технику снимай. Буду вам ходить снимать машины, потому что машин здесь тоже очень много. Ну а по поводу байков, у меня Honda на 350 кубов. Следующая вижу не 600, точно на 350. И еще PCX. Вот такие штуки вообще не страшные. Ну вот, смотрите, здесь бока. Почему-то думаю, что тоже максимально удобно для начальных уровней, да? И скупер. Напоминаю, что это не реклама Honda, я просто здесь забирал страховку. У меня вообще не Honda. Нет, не одна Yamaha, одна Honda. Много 4К 30 FPS, притом Oppo в HDR снимает. Вот так сможете себя снимать или снимать объекты. Вот мой великолепный 300-кубовый. Хочу 600. Хочу 600. И ультраширик. Так, вот смотрите, вот тут разница между телевиком и X3 у iPhone 15. А это телефик у Oppo Find X7.
Ну, конечно, разница космос. Если ты хочешь использовать телевик, то может и не такой космос. Я думаю, вы догадываетесь, где натуральные цвета, да? Уходим на основной модуль. Здороваемся, ставим лайки за кота. Специально для вас сюда приехал. И основа. Тоже 4К 60 FPS. Съемка с двух рук. Виды специально для вас. Будем сравнивать на ультраширик. Сначала давайте ультраширик. Теперь зумируем вместе. X6 максимум на яблоке. Ну, давайте сравним X6. Единственное, в чем яблоко выигрывает по мне, это в цветах. А, конечно, в зуме, ну вот смотрите, есть X6 у яблока, а у Oppo есть X18. Понятно, что это, как меня спросили, а где лучше зум X100? В бинокле лучше. Потому что, ну, все равно все в шумах у Oppo. Но, с другой стороны, опять же, что-то да можно разглядеть. Какие-то вещи. Хотя лучше, наверное, ставить на штатив с такими условиями. Основной модуль. И чуть-чуть пройдемся. Совсем немного, чтобы посмотреть, как он будет переходить на объекты поближе. В тени полегче будет он, да? Что одному, что второму. И телевики. Вот так. На фронталка одна 4К 30 FPS, вторая 4К 60 FPS. Есть ли разница, опять же, оценивать вам. По мне, и тот, и другой смартфон снимают очень даже неплохо, но у Oppo есть вот такая функция. Можно 0.8, X1 снимать или X2. Насчет роллинг-шаттеров и всего остального смотрите, но если вы будете стоять в теньке, то в принципе неплохо. Если уже будете выходить на солнце, здесь уже свои особенности пойдут. Как говорится, вот против солнца. Кто что делает, кому что нравится, смотрит. Так, ну сравниваем фотографии. Вот смотрите, у нас Oppo Find X7 по левую сторону, по правую сторону для вас будет у нас iPhone. ISO у нас 64 выставил iPhone. Если говорить про чувствительность матрицы у Oppo Find X7, он выставил ISO-шку 80. В принципе, выдержка у них 1 к 100, одинаковая, апертура одинаковая. Все я делал это в автомате. Но автомат у Oppo вы видите, как сработал, у Яблока видите как. Это не значит, что у Oppo все фотографии плохие. Просто это значит, что если вы профессиональный фотограф, либо любитель фотографии, разумеется, вы анализ ни у кого не смотрите, ни у меня, ни у еще кого-то, а идете спокойно по ссылке в описании, скачиваете исходники. Единственное, что вы от меня должны услышать, что вот эти вот цвета, они не натуральные, эти натуральные. Если вам нравится, как красит Oppo, а я думаю, вам нравится, на это не обращайте внимания. Обращайте внимание на детали. Но, повторяюсь, для этого мы и платим за смартфоны по 500, 600, 700 и 800 долларов, чтобы вот здесь отрабатывал ИИ, а не я сам восстанавливал диафрагму, выдержку и сошечку, и еще много всего. Ну что, еще одна волшебная Hasselblad'овская фотография, притом здесь у него, я считаю, все удачнее получилось, чем у Яблока, потому что если посмотреть динамический диапазон и посмотреть детали, ну, тени вытянул намного лучше Oppo в сравнении с Яблоком, и пусть даже здесь, если в миниатюре картина кажется более приятной, я считаю, что лучше справился здесь однозначно Oppo. Если говорить про ISO одинаковая, 40 против 50, и брать детали даже за окном, вот если посмотреть, у Яблоко может быть местами и четче. Да, Яблоко больше, наверное, сработало на дальние объекты. Но то, что вблизи у него в тенях все печально, это убивает фотографию, убивает детали. И по большому счету вроде бы освещение хорошее. Несмотря на то, что Яблоко у нас не вытянуло ничего под рулем, этого изображения Oppo не вытянуло у нас структуру стекла. И кому опять же что важно? Все в автомате. Не забываем скачивать исходники.
Ну и как мне говорили, здесь уже чуть-чуть тяжелая фотография, потому что, если вы обратите внимание, вот это вот фото сделано на Oppo Find X7, Black камера 2,43 мм, апертура 2,0, и обратите внимание на размер изображения, то есть оно прям такое, тяжелое. И ощущается тяжелым. Если сравнивать, вы можете ощутить просто то, что это фотография, а это кто-то нарисовал. Никаких фильтров, никаких доп. Режимов. Неудачно выбрал высокое разрешение, и все. Вы скажете, слишком много света, а я скажу, что так фотоаппарат не фотографирует, и смартфоны тоже. Зато выглядит, если картинку в миниатюре брать, вот это прям картина-картина. Прям маслом-маслом. Вот чем отличаются китайские смартфоны. Я на Samsung'ах потом вам покажу. Мне 24 и 24 Ultra пришло. Что вот это нормально, а вот это нет. Даже если бы удачно получилось, учитывая цвета. Ну и здесь Oppo не повезло, не специально. Он поймал зайчика, вот так вы сможете снимать. Это, кстати, очень крутая фотография, несмотря на то, что она проигрывает яблоку, потому что яблоко здесь не поймало зайчика. Но и я подозреваю, что, может быть, солнце плюс-минус было чуть-чуть по-другому. Но в целом вы заметите даже, что в сенсор в фронталку бьет камера, и все равно он отрабатывает неплохо. Апертура была и 2,4, здесь 1,9. То есть вот эта фотография, несмотря на отсутствие почти деталей и все остальное, учитывая, как себя здесь повело солнце, прям классная. Хотя понятно, что яблоко в этом сценарии выиграло, в первую очередь из-за условий, нечестных достаточно. Ну а в целом это одни из тех фотографий, которые я люблю часто выкидывать в свою телегу личную. И почему она в конце? Потому что если вы будете выгружать что-то подобное, либо котиков, либо каких-нибудь, не знаю, приятных моделей, вам будет казаться, что фото классное. Вы не увидите в сравнении, что цвета не натуральные, что где-то что-то как-то поплыло. Напоминаю, что Oppo, OnePlus, Vivo, Realme — это все и iQOO один концерн BBK. Oppo вообще с OnePlus, считайте, плюс-минус одно и то же. И то, что мы здесь видим Hasselblad, по большому счету ничего не значит. Когда мы берем Vivo, то там такие же перекрученные цвета. Когда мы берем Oppo, неважно, это ультра или не ультра, тоже перекрученные цвета. Разумеется, в ручном режиме вы что-то можете получить приличное и даже классное. Но говорить о том, что это супер-мега фото-флагманы, разумеется, можно, потому что они вам дают то, что вы хотите. Но это далеко от реальных фотографий, это раз. Два, разумеется, можно подобрать какие-нибудь не те объективы, не те условия для фотоаппаратов и сказать, что вот смартфон выигрывает по съемке. Либо сравнивать фото не с айфоном и не с Samsung. Тогда тоже все будет волшебно и классно. Когда ты одно и то же сравниваешь, Vivo, допустим, с Oppo. Один концерн. Я ультраширик вам показываю. И здесь и котика. И вроде бы ничего. И ты начинаешь чуть-чуть увеличивать, и все. Это просто плохая фотография. То есть ультраширик здесь посредственный. И мало у кого он стоит прям хороший. Сравнивать ультраширики — это так же, как сравнивать телевики. Они, конечно, неплохие, но хороших реально очень мало. А чтобы не красили, их почти нет. Вот эта вот коробка прям выкрашена под самое не балуйся. Как будто она новая. Чтобы вы понимали, она не новая вообще. Это бэушный товар. Код весь смазан. Стоял я неподвижно. Смазанных очень много. Качайте мои исходники. Совсем плохие фото я удалил. А так вы в общем объеме сможете сравнить относительно других брендов, как много фотографий у меня получилось неудачных. X7 сделал очень много неудачных фотографий. У Vivo такой истории у меня не было. Но Vivo красила еще больше. То есть, если вы хотите натуральное, Vivo уходит еще дальше от натурального. В принципе, у меня по анализу фото все. 4К 60 FPS, фулблогинг. Что, 4К 60 FPS, основной модуль. Можно врубиться на ультраширик. И вот она еда. Еду, которую можно набирать. И вот он автофокус. Рыба, креветки, которых почти нет. Мясо, которое я накидаю. Ну и в целом норм. Телевик X3, телевик X6 вообще вау. Это смешно, но телевик здесь работает лучше, чем на 7 Ultra. 4К 30 FPS в HDR, фотблогинг. И у меня смутное ощущение, что Oppo Find X7 почему-то снимает лучше, чем Oppo Find X7 Ultra. 4К 60 FPS, съемка с двух рук. И насчет того, что он лучше снимает, чем Oppo Find X7 Ultra, ну не факт, но смотрите, примеры очень похожи на это. Очень прям похожи.
Основной модуль, ультраширик, основной, X2, телевик X3. Может фудблогинг, а может быть тест. И я вам скажу, что съемка у него выше по уровню, чем у X7 Ultra, по мне. Может, я не прав. X3, X6. И если вы будете на свой модуль, на основной модуль снимать 4К 60 FPS, будет примерно вот так, в различных условиях, даже рядом с едой. 1080p 30 FPS, 0.8, X1, X2, 0.8. Есть еще не роллинг шаттер. Основной модуль 4К 60 FPS, стабильность это самое главное. Вот прям вообще хорошо. Съемка с одной руки. Трясется рука. Сейчас я предупреждаю сразу. Телевик X3, телевик X6. Кошара. Лайк за кошку. Для вас специально приехал. Кошетники. Скажи мяу. Фронталка, день. OppoFind X7. Работает неплохо. 4К 60 FPS, день. Основу, ультраширик. Телевик X3, телевик X6. По поводу плавной есть до X18. Можете плавно передвигать. Насколько модули плавно переключаются, вам решать. Вот здесь переключение модулей на единички происходит. Здесь на 3. Вот здесь я не понял. Здесь все. 3. Телевик. X6. X3, один телевик. X1. И немного двухоконного режима. 4К 60 FPS, основа, ультраширик. О, вы видели изменения света? Надеюсь, не видели. Леон и X3. Опа, опять словил. Странные дела. Прям странные. И еще основного модуля в 4К 60 FPS. Вот я не понимаю, что со светом происходит иногда. Вот, вы видели? Или это только в... Только я вижу в тесте. Так быть не должно. Фронталка 4К 30 FPS, очень даже приличное разрешение. И вот так вы сможете себя снимать на нее при необходимости. Ультраширик 4К 60 FPS. Основа. X2. Телевик X3. Основа. Работа с диодами на ультраширике, на основе, на телевике X3. Дальше уже увеличение X6. X3, X1, 0.6. Жаль, нельзя разворачивать на себя камеру. А так удобно, что можно вот так делать. Но опять же, кручения не всегда хватает. И X18 это такое себе. Максимум X6. Потом уже ультраширик. Продолжаем заниматься фудблогингом, и я вам сейчас скажу, что, как мне правильно говорят, там сенсоры основные отличаются и по размеру, дюймовый на 1,4. Ну, вот по мне, снимает плюс-минус одинаковые алгоритмы, плюс-минус одинаково отрабатывают у OppoFind X7 Ultra. Может, на большом экране будет разница. Сейчас телевик, основа. Но мне кажется, что нет. Вот посмотрите обзор на X7 Ultra. Плюс-минус те же тапки, только в профиль, нет? И еще немного фудблогинга, ультраширик, основа, телевик. 4К 30 FPS, фронталка, мало примеров не бывает, да? Бывает много и очень много. И вот так, в очень даже комфортных условиях вы можете себя снимать. Во всяком случае, мне так кажется, что комфортно. Потому что солнце бьет не в лицо. Вот сейчас некомфортно. Вот сейчас, когда оно бьет на меня, оно комфортно. И 4К 60 FPS.
Мне говорят, в углу подписывай. Очуметь можно подписывать 550 примеров. Ультраширик, X6, X3. Тем более я в HD-то практически не снимаю. Ну вот, видите, когда хорошее качество, точнее хорошее освещение, чистое зеркало, можно прям хорошо снимать. Я говорю, все зависит от того, как ты хочешь снимать. Я просто везде снимаю и не хочу, чтобы смарты выглядели лучше. Вот в каких-то моментах, заметьте, они снимают очень классно. Вот в основном в роликах и используют очень классные виды. Но вы должны понимать, что идеальных вещей нет, и по-любому от того, где вы снимаете, зависит 99% успеха, даже не на то, на что вы снимаете. И опять фронталка, роллинг шаттер. Везет ему сегодня с съемкой. 4К 60 FPS, согласитесь, классно, когда я сравниваю все. Точнее, не сравниваю, а без айфона снимаю. И телевик, кажется, ничего. Точнее, ультраширик, и основы, и телевик вообще супер. Хотя вы сами видите, как со светом он работает. И баланс белого, и... еще автофокус с ума сходит. Вот я сейчас ничем его не помогаю. Вот смотрите. Вот такой глюк вы можете поймать. Просто. При переключении. Разумеется, все это можно делать плавно, но переход будет, особенно на телевик, заметно. Так, это у нас 4К 60 FPS, основной модуль, ультраширик. И мы постепенно едем на Oppo Find X7 на байке, медленно, но верно. Ультраширик основа. Разумеется, если вы досмотрели до этого момента, для чего-то вам это надо, если не надо, то перематывайте на резюмирую. Напоминаю, что никто не заставляет смотреть примеры съемки, правильно? С одной стороны. С другой стороны, плюс-минус одинаковые условия для всех смартфонов. И мне кажется, интересно хотя бы сравнить их в таких условиях. Это X3 телевик. И еще раз основа. Есть смысл снимать по мне только на основу, разумеется, ночью еще и в движении. Вот так вот. И фронталка 4К 30 FPS. Съемка с одной руки. Вот так сможете себя снимать в движении. Лучше этого, разумеется, не делать, потому что можно кого-то там, либо себя, либо самому разбиться, либо кого-то сбить. Следим за дорогой. Две руки на руле. Так, добиваю кошатников. Ставим лайки. 4К 60 FPS, телевик. Вот так вы своих домашних животных сможете снимать. И телевик. 4К 60 FPS. Точнее, ультраширик, телевик. Думаю об одном, говорю другое. Ну ладно, все в чехле. Вот такой милашный. X6, но это не телевик, это тот же телевик используется. Чуть не оставил вас без моих суицидальных видео со съемкой на байке. Вот так вы сможете снимать движение на ультраширик днем. В принципе, это не самый плохой, кстати, вариант, что я видел. На основу, но он уже разогрелся, у меня даже он сбросил яркость, но не критично, где-то за минут 30 нахождения на солнце. Это телевик. Основа, разумеется, так делать не стоит, ни днем, ни ночью, но если кому-то очень захочется имитировать GoPro, то, во всяком случае, вы теперь видите, как это будет. Микрофоны без чехла, по идее, отрабатывать должны неплохо, но вот народ еще более суицидальный, чем я, просто идет вместо пешеходки, еще и с детьми, по дороге для машин. У кого-нибудь сорвется тормоза, китайские туристы. Всем великолепного дня. Ультраширик будет вот так выглядеть. На дорогах не спешим, правила не нарушаем. 4К 60 FPS, это у нас пример видео. И вот так сможете себя развращать. Ну что, все уже едят? Не зря же смотрите обзор. Фудблогинг. Ну, еще немного недостатков на, собственно, основной модуль смартфона. 4К 60 FPS он сейчас снимает. Первое, я LTPO здесь так и не нашел. В рекламе он есть, я уверен, что есть.
Но ни с максимальной яркостью, ни с отсутствием DC-димминга, ни с темной светлой темой, ни с чем он не показывает ничего, кроме 60 и 120 Гц. Возможно, проблема в инструментах разработчика. Но я такого не встречал, специально проверил на несколько смартфонах с LTPO. По поводу китайщины всей, я сейчас вам чуть-чуть подсниму, каким образом игровой режим тот же включается и сколько там китайского всего. И напоминаю отдельно про оповещения, у вас могут быть проблемы с ними. Плюс, еще раз пересмотрел фотографии, не самый удачный смартфон по фото. Если вы работаете или фотографируете не вручную, я бы не сказал, что он прям супер. Мне кажется, дело в Dimensity. И вот то, что я скажу в конце, да, он своих денег стоит, но не все так радужно. Вот на момент издания уже обзора, сейчас я его пойду с грусти топить. Надеюсь, что он не утонет. Если не утонет, это будет его еще один плюс. Смотрите на лайв-канале или Польза.нет стримах. Я расскажу, утонет он или нет. Минусы: старый Type-C, стандарт защиты только IP65. Минусом также отнесу неполный перевод. Разумеется, китайщина еще будет у вас и в игровых режимах. Разумеется, у вас могут быть проблемы с оповещениями и еще много всяких интересных штуковин, о которых лучше прочитать в форумах. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Я туда обязательно скину промики. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Смотрите, у меня топорные тесты. Многим не важна съемка, но снимает он классно. Многим не важно, как хорошо смартфон себя ведет в играх. Но в играх этот Dimensity 9320, можно сказать, сбросил яркость почти в 2 раза. С 1300 люксов до 730 люксов. 730 люксов — это прям за глаза по яркости. Если говорить о работе на солнце, да, я могу сказать, вот он как и ультра, у него перестал работать нормально тач где-то через 40 минут на солнце, но он стоит на 40% дешевле, чем ультра, у меня к нему и претензий меньше. Но перегрелся он также, то есть тач начал подглючивать, но смартфон сам по себе не зависал, в принципе видео, фото снимал, чего еще с него требовать. Если говорить про фронталку, 4К 30 FPS по большому счету за глаза и за уши. И здесь я танцую от цены и того, что он мне показал в тестах. Заряжается быстро. Да, у него нет защиты от влаги, как у старшего брата, прям топовый. Ну и нет телевика X6, который по большому счету никому и нужен. Ну и сенсор попроще. Но за что вы платите в смарте? Вы платите в первую очередь за оболочку, которая здесь та же, и алгоритмы, которые здесь те же. 9320. Процессор, который я пусть и не люблю, но конкретно в этом аппарате он повел себя адекватно и лучше, чем в некоторых аппаратах ведет себя Snapdragon 8 Gen 3. Сказать, что я его не могу советовать, я не могу. Да, не будет Android Auto, но в то же время вы уже знаете, что на Oppo Find X7 и X7 Ultra уже у нас глобальная гарантия. Вы его купите, допустим, в России, а гарантия будет действовать и у вас. Хотя этот девайс китайский. С другой стороны, здесь русский язык есть, помимо русского языка Google есть. Да, здесь нет Android Auto, вопросов нет. Но по большому счету это все проблемы. Поэтому в этот ценник я его однозначно советую, и вряд ли он будет стоить ниже. А учитывая, что они дали глобальную гарантию 99,9 в периоде, что ничего блочить они, как OnePlus или Realme, не будут. То есть это смартфон, который не будет заблочен, который классно снимает, в него классно играть, у него топовая плотность пикселей, супер крутая яркость 1300 люксов в номинале и неплохая автономность. Как бы я не хотел это говорить девайсу на Dimensity, но девайсу от меня однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, как по вашему мнению стоит он своих денег или нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.